Как любил говорить мой преподаватель, читавший лекции по истории нового времени, человек, который не был романтиком в юности, не имеет сердца, но тот, кто не стал консерватором в старости, не имеет ума. Авторство этой фразы, вероятно, ошибочно приписывают Уинстону Черчиллю. И она, как нельзя лучше, характеризует нашего сегодняшнего героя Жоржа Клемансо. Он проделал схожий путь, но только еще более сложный и извилистый, и для историков он стал не то что двуликим, а столиким Янусом. Республиканец и диктатор, журналист, отец победы, социалист и борец с рабочим движением – все это Жорж Клемансо, одна из самых противоречивых фигур в истории Франции. Жорж Клемансо родился в 1845 году в департаменте Вандея, и его противоречивая жизнь во многом отразилась в истории его семьи. Его предки жили в самом сердце Вандеи, области, которая считалась оплотом католицизма и роялизма в период Французской революции. Здесь же проходило серьезнейшее восстание, которое кровавым образом было подавлено директорией в 1796 году, и предки Клемансо участвовали здесь в гражданской войне, но на стороне революционного правительства, что делало их положение крайне двусмысленным. И вот этот дух революции никогда не покидал дом семейства Клемансо и передавался от отца к сыну вместе, надо сказать, с ремеслом медика. Медицинское образование получил отец Жоржа Бенджамен. Впрочем, соседи знали его скорее как смутьяна-республиканца. Он активно участвовал в революционных событиях в 1830 и в 1848 годах, и даже при Наполеоне III он даже дважды попадал в тюрьму за антиправительственную деятельность. Бенджамен активно интересовался событиями конца XVIII века, а детство будущего тигра, как впоследствии назовут Жоржа Клемансо, нашего сегодняшнего героя, прошло под сенью портретов Робеспьера и Сен-Жюста. В 1858 году 17-летний Жорж Клемансо окончил лицей и поступил в медицинское училище Нанта, но через 3 года покинул его для того, чтобы продолжить обучение в Париже. Отец привез его в столицу, и со времен его бурной революционной молодости у него там остались друзья, на попечение которых он и передал своего сына. Тот очень быстро окунулся в бурную парижскую жизнь, а парижское студенчество по праву считалось одной из главных оппозиционных сил Второй империи. В 1861 году Клемансо основал газету, которая придерживалась ярко выраженной республиканской ориентации. Вышло, правда, только 8 номеров, и вскоре Клемансо и его соратники, как и всякие уважающие себя французские политики XIX века, должен был отсидеть в тюрьме за обвинение в антиправительственной деятельности. Он провел в тюрьме 73 дня, и этого хватило, чтобы он завел некоторые полезные на будущее знакомства. В частности, он познакомился здесь с молодым республиканцем Огюстом Шерером Кёстнером. Через 35 лет Огюст станет маститым политиком, но в начале 60-х его знали как 30-летнего эльзасца, который выучился в Париже на химика, и известен он был преимущественно столичной полиции по антиправительственной, опять же, деятельности. Знакомство с Шерер Кёстнером сыграла особую роль в жизни Клемансо. Его друг был женат на дочери богатых эльзасских фабрикантов, и он представил Клемансо своим теще и тестю. Те считали себя республиканцами, но для них взгляды Клемансо были уж слишком радикальными, и он им показался крайне резким и самоуверенным. В целом мы увидим, что это будет и в дальнейшем характеризовать самого Жоржа Клемансо. Тем не менее, несмотря на такое недопонимание первое с старшим поколением, Клемансо решил свататься к младшей дочери этих самых эльзасских магнатов. Вся эта история затянулась на полгода и закончилась отказом. Она очень больно ранила Жоржа Клемансо, и для того, чтобы пережить это, он принял для окружающих достаточно необычное решение, хотя для историков оно кажется таким достаточно естественным. Он решил покинуть Францию и отправиться в Северную Америку, туда, где в тот момент, как казалось, еще достаточно опасно, потому что шла гражданская война. Она уже заканчивалась, но во Франции-то об этом еще не знали. И 10 февраля 1865 года Клемансо так сообщал о своих планах Кёстнеру. Что я собираюсь делать, я ничего не могу сказать на этот счет. Я уезжаю, вот и все. Остальное решит случай. Может быть, стану хирургом федеральной армии, может быть, кем-то еще, может быть, никем. В свою очередь, отец Жоржа Бенджамен решил, что знакомство сына с жизнью и нравами американской демократии пойдет ему на пользу, и взял на себя расходы по поездке Клемансо в
Северную Америку. И уже 28 сентября 1865 года Климансо сошел на берег в гавани Нью-Йорка. К тому времени гражданская война уже закончилась, и перед Климансо лежал огромный новый мир, который он совершенно не знал. Северная Америка открывала очень много возможностей для молодых и энергичных людей, поэтому я и говорю, что с точки зрения историка его выбор не является чем-то необычным. И так уезжали туда очень многие. Особенно люди республиканских, либеральных взглядов. И здесь Климансо впервые пробует себя в качестве журналиста. Он вступил в контакт с редакцией парижской газеты, которая предложила стать ему постоянным корреспондентом в Соединенных Штатах. Он писал для нее статьи, анализировал социально-политическое положение в США после окончания гражданской войны и осмысливал в целом политическую жизнь в Соединенных Штатах Америки. И Климансо здесь не просто оттачивал перо или только зарабатывал деньги. Он формировал свои собственные взгляды на государство и общество. И дух свободы, этот американский, дух американской демократии, он по-настоящему взбудоражил его. Это все необузданная демократия. Что хочу, то и делаю. Сам Климансо так писал по этому поводу. Абсолютная свобода говорить и писать, насмехаться, нападать и злословить. Не платоническая, а настоящая свобода. Риски и опасности, которые каждый оценивает сам, исходя из собственных представлений. То есть она показалась ему своеобразным политическим идеалом. И помимо этого, поездка в Северную Америку стала еще и важной вехой в личной жизни Жоржа Климансо, потому что в поисках дополнительного заработка он устроился преподавателем французского языка в женский пансионат. И здесь он познакомился с Мэри Пламмер, которая была на 8 лет младше его, рано осталась без родителей и жила на попечении своего дяди. А тот был благочестивым протестантом и слышать ничего не хотел о браке с французом, который не скрывал своего атеизма. Но со второго раза, поддавшись настойчивым уговорам племянницы, он все-таки этот брак одобрил. После 4 лет за границей Жорж Климансо возвращается во Францию, и уже здесь некоторые перемены в его личности мы можем наблюдать. Я признаю, что был мечтателем и фантазером, но опыт каждый день понемногу исцеляет этот недостаток. Я бы хотел жить спокойно и правильно в своем маленьком углу. Во многом это связывает еще и с изменением политического фона во Франции конца 60-х годов XIX века. Экономика Второй империи достаточно неплохо развивалась, внедрялось социальное законодательство, о чем я говорил в видео о Наполеоне III. У власти находилось в этот момент довольно-таки либеральное правительство, в образовании очень либеральные реформы происходили, которым я тоже уделил несколько минут в том материале. 8 мая 1870 года на плебисците французы большинством голосов одобрили изменения в Конституции. И постепенно в целом власть из рук Наполеона III уходила. Дошло даже до того, что один из лидеров республиканцев, Леон Гамбита, констатировал, что империя сильна как никогда. Мало кто понимал в тот момент, что империи Наполеона III оставалось жить считанные месяцы. Не догадывался об этом и наш сегодняшний герой, который вернулся в отцовский дом, работал врачом и жил такой жизнью провинциального буржуа. Как бы странно это ни звучало. Но мир его перевернулся, когда пришла весть о том, что Франция объявила войну Пруссии. Климансо решил отправиться в Париж, потому что он не мог допустить, чтобы такие важные события без него как-то происходили. Он бросил все: родителей, врачебную практику, едва говорившую по-французски жену с 2-месячной дочерью на руках. В начале августа он уже приезжает в Париж, а, как известно, 4 сентября Наполеон III сдается под Седаном в плен, и происходит революция, создается правительство национальной обороны. И один из биографов так описывал поведение Климансо в момент низложения Наполеона III. Климансо свистел так громко, как мог. Он взял штурмом кресло председательствующего и вообще был в числе тех, кто громче всех требовал свержения императора. Мэром столицы был назначен давний знакомый Климансо Этьен Араго, который в свою очередь сделал нашего сегодняшнего персонажа мэром 18-го округа, который включал в себя районы Монмартра, населенные преимущественно рабочими. С политической точки зрения это был один из самых неспокойных районов Парижа.
И понимая, что единственной силой, которая может не пустить немцев в город, были вооруженные парижане, объединенные в Национальную гвардию, Климансо развил здесь бурную деятельность, чтобы обеспечить их всем необходимым. Он санкционировал реквизиции продовольствия, выступал с вдохновенными речами. В частности, в одном из воззваний он заявил: Мы, дети революции, давайте вдохновимся примером наших отцов 1792 года, и, как и они, мы победим. Однако даже на фоне такого патриотического подъема и внешней опасности полного единения власти и населения не случилось. И вооруженные парижане все громче высказывали недовольство политикой правительства национальной обороны, которое даже не пыталось ударить по немцам, ограничиваясь обороной лишь. Но из видео о Бисмарке и особенно из видео о Мольтке, которое доступно на Бусти, мы знаем, что, скорее всего, ни к чему хорошему бы не привели такие попытки, но жители осажденного Парижа-то этого не знали. Они готовы были сражаться. И вот когда пришли известия о первых переговорах между правительством национальной обороны и Пруссией, ситуация еще больше накалилась. Отряды Национальной гвардии, набранные из рабочих районов, двинулись в сторону мэрии, где заседало национальное правительство. Они потребовали восстановления коммуны, выборного муниципального органа самоуправления столицы. Они захватили здание мэрии, однако батальоны Национальной гвардии уже из буржуазных районов в тот же день сумели их выбить оттуда. Тем не менее, Араго ушел с поста мэра, а на его место был назначен другой видный республиканец Ферри. В будущем Климансо припомнит Ферри эту отставку своего соратника. В январе 1871 года в столице стало ясно уже, что помощи ждать неоткуда, и Временное правительство было вынуждено вступить в прямые переговоры с германским командованием, и 28 января заключено было перемирие, которое позднее вылилось в прелиминарный мирный договор, который лег в основу Франкфуртского мира. Франция уступала Германии Эльзас и Лотарингию, обязалась выплатить огромную контрибуцию, и 8 февраля прошли выборы в Национальное собрание. И в числе 43 депутатов, избранных от Парижа, был в том числе и Жорж Климансо. Причем здесь он оказался в солидной компании с Луи Бланом, Виктором Гюго. И он здесь, надо сказать, стал одним из членов партии войны, которые выступали против ратификации вот этого договора, о котором я только что говорил. Их лидером был Леон Гамбита, уже упомянутый. Однако они оказались в меньшинстве. Когда 12 февраля состоялось первое заседание Национального собрания, договор был ратифицирован, и многие республиканцы в знак протеста сложили депутатские мандаты, однако Климансо не последовал их примеру. В этот момент в самом Париже Национальная гвардия, сформированная для обороны столицы, создала своеобразный параллельный центр власти, который противостоял правительству во главе с Адольфом Тьерро. И вот это правительство, оно хотело с этой вольницей покончить. Здесь, конечно, главным аргументом парижан были пушки, отлитые на народные средства для защиты Парижа и сконцентрированные как раз на холме Монмартр. 18 марта Тьерро поручил вывести орудия, однако акция эта сорвалась. Местные вышли на улицы, а привлеченные к операции отряды отказались по ним стрелять. В итоге столица восстала, и к вечеру 18 марта уже кабинет Тьерро спешно покинул город и обосновался в Версале, где незадолго до этого разместилось национальное собрание. Климансо в этой ситуации попытался взять на себя очень сложную и опасную роль посредника. Он однозначно осудил действия правительства Тьерро, но также был и против ответного насилия. Однако время для переговоров оказалось упущено. Ненависть считавших себя преданными парижан перешла уже все границы. И группа национальных гвардейцев даже ворвалась в кабинет мэра Монмартра и обвинила его в пособничестве капитулянтам. Я был настолько поражен убежденностью говорившего в правоте своих слов, что не нашелся, что ему ответить. Вскоре пролилась и первая кровь. Парижане расправились с генералом Леконтом и Климентом, а Климансо пытался их спасти, но было уже поздно, и сам едва не стал жертвой. В конце 1871 года, когда уже события улягутся, он даже будет драться на дуэли с командором Пуссаргом. И в итоге Климансо травмировал своего оппонента и был приговорен к наказанию в виде 15 суток тюремного заключения и штрафу в 25 франков. В то же время Климансо в период Парижской коммуны оказался между двух огней, между самой Парижской коммуной и правительством Версаля. На него смотрели как на сообщника бунтовщиков, а в Центральном комитете Национальной гвардии как на агента буржуазии.
Его сместили с поста мэра Монмартра, и он попытался баллотироваться в Совет Парижской коммуны, однако потерпел неудачу в этом деле. И не желая переходить на противоположную сторону баррикад, он отказался от мандата депутата Национального собрания и остался в столице, наблюдая за тем, как разворачивалась драма Парижской коммуны. В начале мая он на время уехал из города, но вернуться уже не смог. 21 мая верные Версальскому правительству войска пошли на штурм города, и коммуну натурально утопили в крови. Климансо, тут стоит сказать, очень многие воспринимали как настоящего сторонника коммунаров, и он оказался под угрозой ареста. Несколько месяцев он скрывался с поддельным паспортом, выдавая себя за иностранца, изъяснялся лишь по-английски. В тот момент казалось, что его политическая карьера окончена, но Климансо не был бы самим собой, если бы сдался уже в этот момент. Он вновь выигрывает выборы в 18-м округе Парижа и становится членом муниципального совета. И на протяжении 4 лет он занимается вопросами благоустройства столицы, вывоз снега, обустройство вокзалов, восстановление сожженного здания мэрии, забота о санитарном состоянии города и другие. И этой, казалось бы, достаточно мелкой, незначительной в больших масштабах работе он отдавался со всей энергией, со всей серьезностью. А в 1875 году его избрали председателем муниципального совета Парижа. Но с какой бы энергией он не отдавался делам Парижа, это, конечно, всего лишь Париж. Для графа де ла Фер слишком мало. Национальное собрание, которое сформировалось после свержения Наполеона III, все еще безуспешно пыталось решить вопрос о государственном устройстве страны. Монархисты здесь имели довольно твердое большинство, однако у них были существенные разногласия между различными группировками, между бонапартистами, орлеонистами, сторонниками Бурбонов. Все попытки компромисса между ними потерпели неудачу, и в качестве временной меры собрание проголосовало за введение поста президента, на который был избран маршал Макмагон. И Климансо своими глазами наблюдал, как в стране ползучими темпами происходит реванш консерватизма. Президент уже очень походил на монарха, мог ограничить народовластие с опорой на Сенат, верхнюю палату парламента, которая состояла преимущественно тоже из консерваторов. И все это, конечно, Климансо не нравилось, и его взглядам это очень сильно противоречило. Не устраивало Климансо и то, что уничтожение республиканского духа происходило при содействии самих республиканцев, их умеренного крыла. Причем не только Ферри, с которым у него были давние счеты, как мы помним, но и Леон Гамбита, который долгое время был идолом для Жоржа Климансо. Тут справедливости ради стоит сказать, что политика умеренных республиканцев в это время, возможно, была единственным реальным способом сохранить мир в стране, которая была очень сильно расколота. Однако Климансо с присущим ему радикализмом воспринимал такую политику как предательство республиканских идеалов. Он решил вернуться в большую политику настоящую и принял участие в парламентских выборах 1876 года. И основные пункты его программы на тот момент выглядели крайне революционно. Упразднение Сената и поста президента, отделение церкви от государства, расширение прав и свобод граждан, автономия коммун, проведение социальных реформ, привлечение рабочих к управлению предприятиями. Эти лозунги, конечно, оказались очень близки трудящимся с окрестностей Монмартра, и Климансо триумфально победил, набрав в 4 раза больше голосов, чем его ближайший оппонент. В парламенте он занял крайнее место слева, и вместе со своими сторонниками они называли себя радикалами, подчеркивая свои отличия от умеренных республиканцев. И стоит сказать, что при всем своем желании окунуться в большую политику, в парламенте выступал он не так уж часто. Но уж если выступал, производил серьезное впечатление. Его красноречие, как писали в прессе, не было ни вычурным, ни слишком простым. Оно подчинялось жесткой воле, а фразы были короткие, сильные, быстрые. В общем, это, пожалуй, именно то, что нужно для такого формата публичных выступлений. В это время Климансо получил известность как ярый сторонник амнистии парижских коммунаров, осужденных на изгнание после подавления, собственно, коммуны. Он сам, как мы помним, был свидетелем всего этого и считал, что это личная ненависть и взаимное недоверие раскалывают страну на 2 враждебных лагеря. Он считал, что амнистия позволит хоть как-то зарыть топор войны. Однако умеренные республиканцы и монархисты и слышать ничего не хотели,
о реабилитации бунтовщиков. Тут стоит сказать, что с Климансо был в этом вопросе солидарен Виктор Гюго, уже упомянутый. Но они пока были в меньшинстве. И консерваторы в целом в стране доминировали, речь об амнистии в принципе всерьез не заходила, скажем так. Но президент Макмагон совершил несколько серьезных ошибок, которые усугубили положение консервативного крыла. Весной 1877 года, видя, что республиканцы набирают большую популярность в стране, он отправил в отставку правительство, которое опиралось на парламентское большинство, и распустил саму палату депутатов. Формально все это было в рамках закона, но республиканцы начали вопить о государственном перевороте. Их возглавил Гамбита, и в этот момент республиканцы уверенно выиграли внеочередные выборы, которые последовали за распуском парламента. Самому Макмагону пришлось уйти в отставку, и теперь вопрос об амнистии коммунаров уже действительно всерьез вошел в повестку дня, и окончательно он был решен в 1880 году. А первые осужденные на изгнание коммунары смогут вернуться во Францию на день взятия Бастилии 14 июля 1880 года. Вся эта история сделала Климансо политиком поистине общенационального масштаба. Однако сам он не хотел на этом останавливаться, и уже 11 апреля 1880 года, то есть незадолго до принятия закона об амнистии коммунаров, он выступил в цирке Фернандо на Монмартре, где натурально обрушился на умеренных республиканцев. Почему до сих пор не проведена муниципальная реформа, которая должна обеспечить автономию коммун? Где законы о свободе прессы, собраний и ассоциаций? Почему не решается вопрос о взаимоотношениях церкви и государства? Нынешний режим представляет собой номинальную республику, обрамленную монархическими институтами. Все это привело к тому, что отношения с Гамбита у Климансо окончательно испортились, и он основал газету «Жюстис», которая стала печатным органом радикалов. Здесь он, в частности, будет достаточно жестко по самому Гамбита проходиться, обвинять его в стремлении к личной власти, что, конечно, для республиканца является очень серьезным обвинением. Тут стоит сказать, что в этой кампании против Гамбита очень ярко проявились негативные качества Климансо политика, которые проявлялись и раньше, но здесь это уже стало очевиднее. Его резкость, бескомпромиссность, жесткая приверженность идеалу радикальной республики, за что журналисты и прозвали его «тигром». Для многих же выглядело все это как фанатизм, а обыкновение уничтожать противников в речах с парламентской трибуны, оно раздражало всех остальных. Он не выбирал слова и наживал себе врагов постоянно. Соком он, конечно, оппонентов не обливал, но, как мы видели на дуэли, готов был с ними стреляться. И в связи со всем этим Климансо зачастую даже обвиняют в дешевом популизме в этот период. Хотя я бы скорее назвал его идеалистом, который действительно верил в собственные идеи и очень рьяно их отстаивал. И вот даже когда в 80-е годы правительство провело целый ряд преобразований на уже укрепление республиканского строя, Климансо был все равно недоволен. Образование объявлено светским, но в школах по-прежнему висели распятия, а это его не устраивало. Профсоюзы легализованы, но государство не защищает права трудящихся в спорах с работодателями. Реформировали Сенат, но этого, по мнению Климансо, недостаточно, его вообще надо уничтожить. И тут вот еще один момент, который я отмечу, прежде чем мы перейдем к следующему этапу. Климансо было свойственно личную неприязнь переносить на политику. И его основным оппонентом в этот момент становится глава правительства Ферри, с которым, как мы помним, у него счеты еще с 1871 года. Но Ферри оплачивал ему той же монетой, и в личной переписке в отношении Климансо использовал такие эпитеты, как дух безумства, бестолковое легкомыслие, сплошная демагогия. В конечном итоге их противостояние достигло апогея по вопросам колоний. Франция, оказавшаяся после поражения франко-прусской войне, на своеобразной, скажем так, периферии европейской политики, продолжила расширять свою колониальную империю. То, что делал еще Наполеон III, и что во многом завело его в тупик, как мы помним, с его мексиканской авантюрой. И в мае 1880 года под французский протекторат перешел Тунис, продолжалась экспансия в Юго-Восточной Азии, и Франция там вела, опять же, еще со времен Наполеона III, довольно долгую войну во Вьетнаме.
Ситуация обострилась настолько, что в 1985 году правительство было вынуждено просить у парламента дополнительные средства для отправки войск в Северный Вьетнам, где шли боевые действия. Климансо воспользовался этим и обвинил правительство в фактическом ведении войны без одобрения парламента и умышленном отвлечении военных сил с Европейского театра военных действий. Все дебаты между нами окончены. Мы больше не хотим вас слушать. Предо мной сидят не министры, обвиняемые в государственной измене. В итоге речь Климансо оказалась решающей и склонила чашу весов в сторону противников Ферри. Он был отправлен в отставку вместе с правительством, и больше на эту должность он никогда не вернулся. Но справедливости ради, я здесь скажу, что Климансо использовал, конечно, как повод это все, но он был искренним противником колониальной экспансии. Он с цифрами в руках доказывал, что затраты на управление Индокитаем превышают выгоду от его эксплуатации. Ну а когда кто-то заявлял о миссии белого человека, цивилизаторской, он реагировал еще более жестко. Немецкие ученые также научно доказывают, что Франция проиграет франко-германскую войну, потому что французы — это низшая по отношению к немцам нация. Он считал, что ресурсы, которые тратятся на колонии, можно с большим успехом потратить для развития и защиты самой Франции. Ну и как он резюмировал, мой патриотизм во Франции. И на самом деле, кто помнит видео о Бисмарке, это до смешного напоминает историю, когда Бисмарк разворачивает карту и показывает: вот здесь Франция, здесь Россия, вот моя карта Африки. Вообще Климансо иногда называют французским Бисмарком, у них действительно было много общего, ну и, конечно, очень много расхождений. В частности, Бисмарк всегда был консерватором с самой молодости. А Климансо еще предстоит к этому прийти. Победа над Ферри принесла Климансо славу сокрушителя министерств. Это еще одно его публичное прозвище. Однако теперь врагов у него стало еще больше. Консерваторы были его врагами уже очень давно, а республиканцы, умеренные, не простили ему отставку Ферри. Тем не менее, этот радикализм и определенные плоды тоже приносил. Число его сторонников росло, и они были крайне идейными и сплоченными вокруг фигуры самого Жоржа Климансо. И фактически они заменили ему семью, как и политика в целом. Стоит сказать, что его отношения с женой к тому времени совсем разладились, и в итоге в 1892 году они окончательно разведутся. В том же 1885 году прошли очередные парламентские выборы. Число единомышленников Климансо в парламенте фактически удвоилось. Он и его сторонники таким образом получили возможность для формирования даже правительства. Но Климансо имел слишком неоднозначную репутацию, чтобы претендовать на пост премьера. И в это время на политическом горизонте возникает фигура генерала Буланже. Он был одним из немногих офицеров французской армии, который придерживался республиканских взглядов. Климансо решил, что генерал может быть ему полезен. Тот стал военным министром, провел реформу, направленную на демократизацию армии, уволил из армии многих офицеров-роялистов, способствовал улучшению жизни рядовых солдат. И в целом он стал достаточно популярен у так называемой патриотической общественности. Помимо этого, Буланже был сторонником реванша за поражение в франко-прусской войне. Но вот чего не ожидал Климансо. Буланже не удовольствовался этой ролью. Он быстро стал фигурой общенационального масштаба и объединил всех, кто в общем и целом был недоволен режимом Третьей Республики. Климансо понял это слишком поздно и просчитался. Буланже перехватил у него многие лозунги за пересмотр Конституции, демократизацию политического строя, ликвидацию социального неравенства. И в 1888 году Буланже триумфально выиграл дополнительные выборы в парламент. В январе 1989-го манифестация его сторонников едва не закончилась штурмом Елисейского дворца. И в общем и целом в голове людей XIX века это вырисовывалось в перспективу нового генерала Бонапарта, диктатора, который будет опираться на популярность свою в массах. И здесь, уже оказавшись, по сути, в безвыходной ситуации, Климансо объединяется с умеренными республиканцами для того, чтобы эту самую республику, которой угрожали буланжисты, защитить. Против генерала было начато судебное расследование, и тот в результате бежал в Бельгию, бросив своих сторонников. Размазня и трус. Какой это генерал вообще? Сама по себе эта история стала первым серьезным ударом по Климансо, который оказался в этой череде далеко не последним. Второй последовал несколько лет спустя. Еще в 1889-м Францию потрясла новость о банкротстве компании по строительству Панамского канала. И тысячи акционеров остались ни с чем. И история эта, в общем-то, могла
остаться обычной, запомнится лишь большими финансовыми потерями. Но всего за год до банкротства французский парламент одобрил выпуск от имени компании выигрышного займа. Впоследствии выяснилось, что этому немало способствовали личные связи руководителей компании и прямой подкуп депутатов. Зимой 1892 года вышло панамское досье своеобразное, как мы бы назвали его сейчас. И 12 декабря на странице «Фигаро», как гром среди ясного неба, прозвучала новость. В списке коррумпированных политиков был и Жорж Климансо. И здесь теперь уже самому тигру пришлось получать ответку за то, как он яро нападал на всех остальных. Бандит, вор, жулик, последний негодяй. Доказательств против Климансо, тем не менее, никаких не было, но он был, тем не менее, уязвим в этой ситуации. Количество его врагов было, как мы видели, огромным, а они дополнились недавно буланжистами, и те стремились отомстить. Так, один из буланжистов, депутат Поль де Рулет, с парламентской трибуны обрушил на голову Климансо обвинения в поддержке финансовых спекуляций, соучастие в торговле государственными должностями и государственными наградами и нанесение ущерба национальным интересам страны. В ответ на эти обвинения Климансо даже дрался с де Рулетом на дуэли. Было произведено 6 выстрелов, но никто из них не пострадал. Компания начала все больше набирать обороты, и в июне следующего года появилась информация о том, что Климансо является платным агентом британского правительства. Ну перестань, ты уж совсем. Даже оппоненты Климансо в эти обвинения уже, конечно, не поверили. Однако вера здесь была и не нужна. В августе того же года Климансо проигрывает парламентские выборы, и уж теперь-то могло показаться, что карьера политическая Жоржа Климансо действительно окончена. Но Климансо, перефразируя Горчакова, лишь сосредотачивался. Он сошел с политической сцены и начал реализовывать себя в качестве публициста и литератора. Впрочем, сошел с этой сцены он ненадолго. Климансо возвращается в политику в связи со знаменитым делом Дрейфуса. 22 декабря 1894 года военный суд признал виновным в шпионаже в пользу Германии капитана французского генерального штаба Альфреда Дрейфуса. Спустя несколько дней Климансо на страницах «Justice» посетовал на мягкость этого приговора. Расстрелять! Расстрелять! И на тот момент ни он, ни подавляющее большинство французов не догадывались, чем эта история вернется в конечном счете для Франции. К 1897-му уже стало ясно, что Дрейфуса, судя по всему, оклеветали, и Климансо, надо отдать ему должное, постепенно стал менять свое мнение. И чем более очевидным становился факт клеветы на Дрейфуса, тем более яростно Климансо публично защищал его. За неполные 2 года он написал 665 статей в защиту Альфреда Дрейфуса и стал инициатором самой знаменитой публикации в его защиту Эмиля Золя под названием «Я обвиняю». Противниками Дрейфуса в этой ситуации, конечно же, выступали бывшие буланжисты, националисты всех мастей, антисемиты, естественно. Они обвиняли Климансо в связях с еврейским капиталом. Во Франции везде евреи, коммунисты и гомосексуалисты. Однако, несмотря на это, конечно, Климансо сумел склонить чашу весов в пользу опального Дрейфуса, и в сентябре 1999 года президент Франции его помиловал. Однако дело Дрейфуса не ограничивалось судьбой одного отдельно взятого еврейского офицера. В это же время сформировалось так называемое правительство республиканской защиты во главе с Вальдеком Руссо. Кабинет провел масштабную чистку армии и государственного аппарата и приостановил деятельность националистических лиг. Был принят закон об ассоциациях, который открыл путь к формированию политических партий. Сторонники Климансо создали партию радикалов из радикал-социалистов, совместно с социалистами, которые группировались вокруг известного Жана Жареса. Так образовался левый блок, который одержал победу на внеочередных парламентских выборах. Однако Климансо, несмотря на все это, оставался вне каких бы то ни было партий, позиционировал себя именно так. В 1902 году оказалось вакантным место сенатора от департамента ВАР, и прибыла делегация от руководителей местной исполнительной власти, которые и избирали сенатора от своего департамента, к Климансо с предложением баллотироваться. Когда он согласился, решение это очень многих удивило, потому что, как мы помним, Климансо требовал ликвидации Сената как органа управления.
Но теперь, перешагнув уже 60-летний рубеж, этот политик во многом изменил свои взгляды. Он увидел, что реальная политика, практическая, она намного сложнее. Однако идеалы он свои все же сохранял и хватку не утратил. Просто это компенсировалось теперь таким глазомером дальновидного государственного деятеля. И в апреле 1902 года самым ярким эпизодом деятельности Климансо в качестве сенатора стала борьба вокруг закона о разделении церкви и государства. По замыслу авторов проекта католическая церковь во Франции теряла свой статус. Священники переставали считаться государственными служащими, а имущество церквей из ведения клира передавалось ассоциациям верующих. Давняя мечта Климансо, казалось, реализовывалась, но он выступал против этого проекта, потому что прихожане находились под сильным влиянием клира, и если им передать эту собственность, то в сущности католическая церковь может сохранить контроль над ней. Тем не менее, он, скрипя зубами, поддержал этот закон, хоть и остался по большому счету при своем мнении. В 1905 году Климансо вошел в состав правительства Фердинанда Сарриена. Он стал здесь министром внутренних дел, и этот пост был, пожалуй, самым ответственным в стране, которой в этот момент общество было крайне расколото, а в стране бушевала невиданная доселе по своему размаху забастовочная волна. И Климансо оказался в крайне двусмысленном положении. Он всегда был последовательным сторонником социальной справедливости и во все свои предвыборные программы включал пункт о защите прав рабочих. Однако ситуация стихийного социального протеста ему пришлась не по вкусу. И правительству пришлось применять силу, в частности, в департаменте Па-де-Кале. Там была силой подавлена мощная забастовка шахтеров. А на попытку Конфедерации профсоюзов Франции устроить 1 мая демонстрацию последовал превентивный арест лидеров и фактический перевод города на военное положение. Действия Климансо, конечно, вызвали жесткую реакцию левого фланга политического спектра, те просто взорвались негодованием. Лидер социалистов Жан Жарес, как мы помним, соратник Климансо и по делу Дрейфуса, и после этого доказывал, что путем забастовок рабочие борются за установление нового, более справедливого социального строя. И молодой Климансо, безусловно, подписался бы под этими словами. Но 65-летний министр внутренних дел Климансо понимал, что все не так просто. Возвышенность ваших социалистических теорий дает вам преимущество предо мной. Вы обладаете чудесной силой возводить с помощью вашей волшебной палочки сказочные дворцы. Я же скромный строитель собора, закладывающий свой камень в основание величественного здания, которое он никогда не увидит. Реальность, доказывал Климансо, совсем не радужная, и эти рабочие, как показывал Жарес, далеки от идеала. И если они, по мнению Климансо, путают право на волеизъявление с правом избивать полицейских, они создают угрозу для общества, и репрессии тогда неизбежны. И тут, как мы видим, конечно, консервативный правый поворот в мышлении Жоржа Климансо окончательно состоялся. В октябре 1906 года он стал уже премьер-министром, и теперь он мог на практике доказать, что способен не только сокрушать министерство, но и работать на благо страны. Конечно, для того, чтобы стать премьер-министром, ему пришлось внутренне измениться, отказаться от бескомпромиссной политики, скорректировать свои представления о мире, но это уже оттолкнуло от него его сторонников того периода, когда он был радикалом, в частности тех же социалистов. Они уже начали считать его злейшим врагом и называть убийцей рабочих. И забастовочное движение здесь продолжалось, и по приказу Климансо в 1907 году войска уже стреляют в восставших виноделов Лангедока. В то же время проводились реформы, направленные на укрепление репрессивного аппарата. Тем не менее, как это обычно и бывает, конечно, для того, чтобы сбить забастовочную волну, использовался не только кнут, но и пряник. Развивалось социальное законодательство, был принят закон о еженедельном отдыхе рабочих, Палата депутатов приняла закон о пенсионном страховании, но Сенат его забраковал. Пытались ввести закон о прогрессивном налогообложении, но тоже сдвинуться здесь не смогли. И в целом Климансо в этот период находился во главе правительства 3 года. По меркам парламентской республики срок крайне немалый. Такова была реальность. Парламентское большинство было очень неустойчивым. И в 1909 году Климансо уходит с поста премьер-министра, в общем-то, зарубившись
по не очень важному на тот момент вопросу. Но тут опять же сыграла роль личная история Климансо, его давний конфликт с Теффелем Дель Кассе, падению которого с поста министра иностранных дел за 4 года до этого способствовал Жорж Климансо. И теперь он ушел в отставку, сохранив за собой кресло сенатора. Климансо несколько отошел от дел, больше времени посвящал себе, проводил его с друзьями, сблизился с Клодом Мане, известным художником, путешествовал с лекциями по Южной Америке, пока в 1913 году вновь не оказался в центре политической жизни в стране, когда проходили выборы на пост президента. В числе прочих на эту должность претендовал Раймон Пуанкаре, и Климансо недолюбливал откровенно Пуанкаре, пытался интриговать против него, но Пуанкаре победил и на 7 лет занял Елисейский дворец. В этот момент Климансо все больше начинает интересоваться внешней политикой, которая раньше как-то интересовала его не слишком сильно. Ретроспективно нас это не удивляет, мы знаем, что скоро начнется Первая мировая война. Но не было это настолько очевидно, как иногда пытаются рисовать. Тем не менее, Климансо в 1912 году так характеризовал внешнеполитическое положение Франции. Что касается нашего внешнего положения, мне кажется, что с 1870 года оно еще никогда не было столь тяжелым. И перспектива войны становится главной доминантой в его деятельности. Он настойчиво призывает сделать все для укрепления национальной обороны, включается в кампанию за принятие закона о 3-летней военной службе, потому что это было необходимо, чтобы как-то ликвидировать численное превосходство германских войск над французскими. Здесь он в очередной раз сошелся в полемике с Жаном Жаресом, который был ярым антимилитаристом и до последнего боролся с милитаристским уклоном в политике. Тем не менее, закон был принят. Однако в 1914 году в результате парламентских выборов социалисты увеличили свое представительство на 100 депутатских мест в парламенте и, в общем, рассчитывали добиться отмены этого закона. Однако ситуация изменилась. В августе 1914-го началась Первая мировая война. Точнее сказать, началась она, конечно, в июле, но в августе в нее была втянута Франция. А Жан Жарес, который до последнего боролся с войной, погиб за несколько дней до ее начала от пули националиста. И тут надо сказать, что Климансо отдал должное своему соратнику и оппоненту. Какого бы мы мнения ни придерживались о его взглядах, нельзя отрицать, что он своим талантом, поставленным на службу высокому идеалу и благородной возвышенностью своих взглядов, прославил страну. Теперь старые разногласия отошли на второй план, и во Франции, как и в большинстве других стран, сформировалось правительство такого священного единения из представителей всех политических сил. Климансо отказался в нем участвовать, он был согласен лишь на пост главы Совета Министров. Он считал, что сам должен вести страну к победе, и, как вспоминал впоследствии Пуанкаре, этот 73-летний старец был теперь моложе и энергичнее, чем когда-либо прежде. Климансо, конечно, не мог держать винтовку, но перо у него было всегда наготове. И его газета «Лом Либер», в переводе «Свободный человек», превратилась в рупор такое оборончества твердого. Она поддерживала боевой дух французов в самые тяжелые моменты, особенно битвы на Марне, конечно, как мы помним, когда судьба Франции, не сказать, чтобы висела на волоске, но она была в сложном положении. И в то же время он, не переставая, критиковал правительство. Со временем во Франции, как и в других странах, начала устанавливаться цензура, но Климансо на такие мелочи было глубоко плевать. В сентябре 1914 года все-таки его газету «Лом Либер» закрыли, и он открыл другую газету «Лом Аншене», что в переводе «Человек в оковах». И он нападал на правительство, на военных, обвинял министра внутренних дел в пораженчестве. Он в качестве главы комитета парламентского ездил постоянно на фронт, интересовался бытом солдат. И военные были очень недовольны, что это за гражданский тут снует, еще нас критикует. Но, в принципе, позиция Климансо в этой ситуации была в чем-то и разумной. Отсутствие контроля и критики еще ни для кого не оборачивалось благом. Это верно даже и в особенности в отношении военного командования. С другой стороны, эта ситуация вынуждала правительство Аристида Бриана вести фактически войну на два фронта, с немцами на внешнем фронте и с Климансо на внутреннем.
Климансо развернул бурную охоту на ведьм против тех, кого считал предателями. И здесь мы видим своеобразную обратную эволюцию у Жоржа Климансо, по крайней мере, в определенных аспектах его личности. То есть мы видели, что в какой-то момент он был вроде как уже более умеренным, но тут он всю эту умеренность утратил. Его жесткий радикализм первых лет в политике, он здесь как будто бы проснулся с новой силой. Он вновь потерял возможность идти на компромиссы, но возможно, это было им сделано и осмысленно. И именно такой человек, железной волей, неукротимый, бескомпромиссный, понадобился во Франции в 1917 году, когда людские и материальные ресурсы страны казались исчерпанными. Народ натурально устал от войны, по армии прокатывались бунты солдатские, Россия погрузилась в революционную анархию, в любой момент могла кинуть своих союзников. И Раймон Пуанкаре предложил Климансо сформировать кабинет министров. При всех его огромных недостатках, при его гордыне и зависти, его злопамятности и злобе у него есть одно качество, которое в моих глазах изменит все остальное. Он в высшей степени обладает национальным чувством. 16 ноября 1917 года Климансо возглавляет правительство и совмещает посты премьер-министра и военного министра. И если даже он допускал, что Франции не удастся победить публично, он об этом никогда не заявлял. В этот момент он сформулировал своеобразную максиму войны. Победителем станет тот, кто дольше продержится морально. Климансо проводит чистку государственного аппарата, в отставку были отправлены очень многие чиновники, и, кстати, часть из них предстала по обвинению в госизмене перед судом. И когда парламент требовал обосновать обвинение, он заявлял: «Я глава военной юстиции как таковой, и я единственное лицо, которое имеет право не отвечать». То есть Климансо реально сконцентрировал в своих руках такую власть, которой не было и близко ни у одного премьер-министра Третьей Республики. Он упразднил парламентские комитеты, через которые он сам ранее участвовал в политической жизни. Он получил возможность издавать законы, касавшиеся экономических вопросов, без одобрения парламента. А Раймон Пуанкаре вообще был лишен какого бы то ни было влияния. И все это было сделано для того, чтобы сконцентрировать все ресурсы ради одной цели. Были мобилизованы младшие возраста призывников, предприятия, которые еще на тот момент производили мирную продукцию, переводились на производство военной. Мобилизованы были даже жители колонии. И когда весной 1918 года Германия предприняла свое последнее отчаянное наступление, он проявил здесь ту самую волю, которая была необходима. Он ездил на фронт, и когда социалисты в парламенте требовали объяснений за военные неудачи, он смог утихомирить их, и страсти, в общем-то, улеглись. Но, как мы знаем, наступление это весеннее и для Германии было отчаянным шагом, и дальше она начинает терпеть поражение, и вот тут уже возникают разногласия между Климансо с одной стороны и Пуанкаре и Фошем с другой, по поводу того, стоит ли дальше вести войну. Пуанкаре и Фош настаивали на том, что до Берлина надо идти громить Германию. Климансо считал, что если есть возможность войну закончить, ее надо заканчивать. И для того, чтобы окончательно продавить свою точку зрения, он даже поставил вопрос о своей отставке, и Пуанкаре сдался. 11 ноября было подписано Компьенское перемирие, которое завершило Первую мировую войну. Именно за этот период Жоржа Климансо прозвали «Отцом Победы». Его яркое прозвище – одно из самых, или, пожалуй, самое даже известное. Он возглавлял Францию на мирных переговорах версальских, и его, опять же, максимой стало «немцы заплатят за все». И на самих переговорах он производил на окружающих очень сильное впечатление. Когда он сидел в зале совещаний, он мог бы быть моделью для китайской статуи Будды. Он был поразительным человеком, в котором чувствовалась энергия ума, искусство самообладания и холодная, безжалостная сила воли. С восточным стоицизмом он наблюдал за ходом событий и безошибочным инстинктом, присущим западному сознанию, вычислял, где лежат интересы Франции. Климансо стремился добиться присоединения Эльзаса и Лотарингии к Франции, выплатой Германии больших репараций и установления границы по Рейну. И если по Эльзасу и Лотарингии вообще вопросов не было, по репарациям в целом смогли договориться, то границу по Рейну нет ни в какую. И в
В целом, в итоге все пришло к временной оккупации здесь, потом демилитаризации Рейнской области. Как мы помним, с ее ремилитаризацией начнется такая активная фаза пути ко Второй мировой войне, что является, конечно, темой для отдельного повествования. И когда Версальский мир был подписан, многие были недовольны, в частности, те же Пуанкаре и Фош. Фош вообще говорил, что это не мир, а перемирие на 20 лет, и, как мы ретроспективно знаем, маршал не ошибся. Но Климансо считал, что все, мир – дело закрыто, и он переключился на внутриполитическую ситуацию, где наблюдался активный рост забастовочного движения. Все-таки война, конечно, очень сильно усугубила материальное положение населения. 1 мая 1919 года на улицы Парижа вышли 500 000 протестующих, их разогнали с помощью оружия, однако протесты это не остановило. И еще одной проблемой, кстати, стал вопрос Советской России, потому что Климансо санкционировал участие французских войск в интервенции против большевистского правительства. А в стране очень многие выступали против этого, восстали и экипажи военных кораблей. В конечном итоге французские войска там ретировались, серьезной роли в интервенции не сыграв. В это же время на Климансо совершается и покушение, в него стрелял анархист, когда премьер-министр переехал в свою резиденцию. Пуля попала ему в легкое, и несмотря на серьезное ранение и 78-летний возраст, он даже с юмором реагировал на это событие. Мы только что выиграли самую ужасную войну в истории, и все же вот француз, который промахивается в цель 6 раз из 7 в упор. Конечно, этот парень должен быть наказан за неосторожное использование опасного оружия и плохую меткость. Я предлагаю посадить его за решетку на 8 лет с интенсивными тренировками в тире. Тем не менее, конечно, было очевидно, что старик устал. Он принял решение после выборов в ноябре 19 года уйти с поста, и, что любопытно, победу на нем одержали представители правых партий, которые активно апеллировали к авторитету отца Победы. Получается, что Климансо начал свою парламентскую карьеру, сидя крайним слева, а закончил как вдохновитель правых. В то же время совсем на покой он уходить не собирался. Он хотел под конец жизни стать хозяином Елисейского дворца, побыть президентом, что было не очень по полномочиям, но хорошим бы стало венцом политической карьеры. И его победа на предстоящих выборах 2020 года особо сомнений не вызывала, но Аристид Бриан, работу правительства которого он саботировал, Климансо саботировал, в период Первой мировой войны, стал интриговать против Климансо. Он консолидировал всех противников Климансо вокруг Поля де Шанеля, и Поль де Шанель смог у Климансо на этих выборах выиграть. И вот тогда уже Тигр решил, что да, пора уходить на покой. Он присмотрел для себя поместье с видом на океан, стал путешествовать много, посетил Египет, Судан, побывал на Цейлоне, в Сингапуре, в Индии, посетил Великобританию, 2 месяца провел в США. Интересно, что в его жизни появилась в этот момент любимая женщина, которая была на 40 лет младше его и к тому же замужем. Но старика это вообще не останавливало. Но годы, конечно, брали свое, и во второй половине 20-х он уже часто и серьезно болеет. И предчувствуя скорую смерть, в 29-м он уже пишет завещание, наводит порядок в делах. И тут вмешалась книга журналиста, опубликованная по беседам с маршалом Фошем. К тому моменту маршал Фош умер, но там он подверг серьезным обвинениям Климансо, высказывая ему в первую очередь за Версальский мир, и, мол, тот пренебрег национальными интересами в Версале. Я был мертв, но они меня воскресили. Все лето и начало осени Климансо потратил на то, чтобы написать работу «Величие и нищета Победы», в которой он анализирует международное положение и как бы отвечает маршалу Фошу. Тем не менее, он предвидит здесь крах Версальской системы и роковые последствия этого краха. Работа, однако, над этой книгой отняла у него уже последние силы, и 23 ноября 1929 года Жорж Климансо скончался.